Зипфайл, дамы и господа, и без лишних прелюдий у нас снова возобновляется серия ранкетных обзоров фракций Wargame Red Dragon. Традиционно начинаем уже с красных драконов, так как именно эта фракция у нас является иконой данной части серии игр Wargame. Без лишних прелюдий. Снабжение по нашей табличке оно получает нищенские 5 баллов. Почему? У нас есть все-таки хорошая особенность, это командиры пехотные, и их очень много. То же самое касается танкового командира. То есть у нас есть командир со второй крышей, его мы обязательно берем, он очень охуенен. И у нас есть куча пехотных командиров, и самое главное, для новичков это будет полезно, количество командиров увеличено. То есть 8 штук командиров это достаточно, почти за голову. Один ФОП, и теперь вот проблема снабжения Red Дракона, у нас нету жирного снабжения. У нас на выбор либо 15-поинтовый грузовик, либо 25-поинтовый Ми-4 со скоростью наземного грузовика, что делает это снабжение, ну, крайне корявым и крайне неудобным. То есть понадобится опыт, чтобы приловчиться именно к снабжению Red Дракона. Единственное, все-таки плюс, то что у нас не так уж и много юнитов, которые нужно жирно заправлять. То есть 15-поинтовых грузовиков, тем не менее, хватает. Ми-6, естественно, мы для ранкеда в вычет не берем, но в других играх, конечно, он может зайти. По пехоте у нас Red Dragon получил 8 баллов из 12 по моей таблице. И это хороший показатель. У нас есть, самое главное, дешевая спам-пехота на разных транспортах. Но самое главное, на мой взгляд, это следующие иконические юниты. Во-первых, Люжандуи за 15 поинтов. Это жирейший, реально, при своем количестве. Они конкурируют только с модшутцами по кост-эффективности. И то только по причине того, что у них отсутствуют какие-либо жесткие БМПшки или БТР, на которых их можно привести. Тем не менее, условно, я вот как лично катаю, я не использую спам-пехоту, но использую Люжандуев. В ранкеде этого на самом деле будет достаточно, и сейчас еще объясню почему. Люжандуй 90 гранатомет с двойным выстрелом. Он крайне хорошо разбирает механику. А НАТО, например, за эту же стоимость часто предлагает вам похожий юнит, но у него будет пробой меньше и точность меньше. Поэтому вот эти ребята очень классно отрабатывают. Когда-то в старой версии игры их было 15 рыл. И действительно, именно Китай, как ни странно, мог спокойно переконтрить немецкого механика. Но эти времена, к сожалению, ушли. По поводу ЗРК, кстати, не забывайте, здесь есть очень классный ЗРК. Это Игла Н, QV1, 55 точности и 5 ХЕ. Если вы условно будете играть механиком Red Дракона или будете играть мотором Red Дракона, вот этот вот юнит обязателен к использованию. По поводу спецназа, кстати, выделим отдельно. В плане элиты Red Dragon крайне богат. У вас есть дешевая элита, это Лиджани и Юкиандаи. У вас есть элита на 30-ках, то есть на автопушках, еще и с гранником. Конечно, этот гранник не такой классный, как у натовских аналогов и некоторых красных аналогов, но это все равно вполне можно использовать. Также есть все-таки уникальная антипех элита. Сравнивается она только с советским спецназом. И действительно, даже в ранкеде ее можно применять. Вот я, честно, не верил, но в последнее время сам покатал в ранкеде с лиджаниями 90-ми. Действительно, в ранкеде этот юнит работает. Просто по причине того, что вы отключаете пулемет, берете вот этот РПО и в лесу, в отличие от спецназа советского, они этот РПО откидывают очень быстро. То есть они заплевывают противника данной РПОшкой, и у вас есть момент отойти, даже если противник использует БТРы. Более того, в отличие от Советского Союза, Красный Дракон предлагает нам кучу дешевой пехоты штурмовой, которая может действительно действовать в спарке с лиджаниями 90. И по скорости они даже не будут сильно отличаться. Но это вопрос микроконтроля. Я новичкам, конечно, не советую брать лиджани 90-х. Это действительно, ну, надо вот покруче быть по скиллу. И обязательно к использованию у нас тогда будет карточка либо Жаньшей на машинке, либо Бочонг Су на БТР-50 за 5 поинтов. По поводу самых главных здесь юнитов. Это танки Шайшоу на ВЗ-551. Это юнит для ультра темпа. Это юнит, который вы пихаете в каждый куст. Это супер отряд огневой поддержки. Они спокойно уничтожают все в радиусе 1400 метров. Это супер оружие контроля. Это супер дешевое решение для занятия любых позиций. Это эрзац птуров. Это эрзац каких-нибудь, я не знаю, там... БМПшек, можно сказать. То есть это просто юнит супер нереально кост-эффективной огневой поддержки. И самое главное, это Хвасунг Чонг на фаготе. Либо Хвасунг Чонг на Бочинцу, как вам удобно.
Хвасунг Чонг это супер дешевая машина ПВО. 4 иглы за 20 поинтов на гусеницах. Еще в придачу ЗПТУшка. Над Ред Драконом никто не летает. Если вам надоели вертараши, берете Ред Дракон. Если вы хотите сбивать все самолеты, берите Ред Дракон. Самая главная особенность Ред Дракона. Вас невозможно завертарашить. Просто, если хотите забыть про вертараши, берете Ред Дракон. Примерно так у меня выглядит сейчас пехотная вкладка на этой ранкедной деке. Но для новичков я бы убрал Лиджани. Я бы добавил в лычку Люжендуев. Оставил бы в лычке Люжендуев 90 и добавил бы просто карту дешевой пехоты. То есть просто без элиты играть. Поддержка. Как ни странно, для ранкеда Red Dragon обладает супер опциями для арты. БМ-24 это просто мелкий ураган. Если возьмете 3 БМ-24, оно будет не менее, скажем так, плохо работать, чем один ураган. В чем особенность? Во-первых, их много. То есть вы можете их спокойно терять. Ничего страшного, у вас целых 5 штук. Если противников будет контрбатареить, ничего страшного, они дешевые, они ничего не стоят. Данная Андрюша, самое главное, очень быстро перезаряжается и очень дешево перезаряжается. Некоторые игроки даже удаляют ФОБ и все равно берут БМки, потому что их действительно очень дешево заправлять. Половина, по-моему, грузовичка, половина двух вот таких вот грузовичков заправляет полностью БМ-24, она же Андрюша. Самая главная особенность, в отличие от урагана, вы их можете вызвать много и стрелять в разные стороны. На реплеях вы увидите, как Red Dragon просто этой херней накрывает, атакует, накрывает, атакует. То есть можно прямо перед атакой вызвать 50 поинтов, это ничто. А контузию и урон она наносит довольно смелый. Также у нас есть Коксан, типичная десятка. Ну, в данном случае девятка, корейцы с калибром что-то 170 мм, уникальный калибр, можно так сказать. Берем 2 штуки в лычке, находим вражеский ФОБ, уничтожаем вражеский ФОБ, потому что вам не нравятся вражеские ФОБы. И наслаждаетесь жизнью. HQ-61A это наша ПВОшка, единственная. Есть еще выбор между Пангайо 2. Это по поводу противосамолетных ПВОшек. Пангайо 2 я даже, видите, найти не могу. В чем разница? Потому что у Пангайо 2 45 точности. Это очень мало, поверьте. Если вы только не сидите из Северной Кореи и не верите в Чучхе, у вас этот юнит работать не будет. Поэтому я вам крайне рекомендую HQ-61A. Прям то, что у них 2 ракеты, тут опять же работает, скажем так, сквозная особенность Red Dragon. Очень дешево это стоит и очень быстро заправляется. Берем 5 штук. Вызвать 2 штуки можно, всего 60 очков. То есть 120 очков вы потратили, но действительно они будут справляться с налетами самолетов, учитывая, что у вас еще будут комбинации с Хвасунг Чонгом. Кроталь. Просто кроталь. Ничего вообще удивительного. Берете 2 штуки на старте и не боитесь, то, что вас там вылетят на позицию или так далее. То есть особенно это важно, то, что уже, видите, есть компоненты приоритета развертывания. Есть колесные автопушки, есть HQ-7. При желании можно засунуть элиту или каких-то легких бойцов, но вот этих я вот конкретно не рекомендую, потому что, видите, у них такая же СПГ, но СПГ у танки Шайшоу намного лучше. То есть тут понятно. Далее просто миномет. Минометы здесь у нас отличные. Почему отлично? Потому что много снарядов. По танкам. Топовый танк Т-90С. Отличный танк для новичков. Почему? Потому что здесь вам просто убирают тур и дают спокойно Т-90С. Подъезжаем чуть поближе, перестреливаемся с противником. Вообще ничего тут удивительного. Идеальный топ-22, 4-я крыша. Вас тяжело закассетить. Вас Курнас не берет с первого попадания. Ну, точнее, с одного залпа. У вас действительно все хорошо, и пробой у вас отличный. На второй у нас слот идет ZTZ-85-3. Это китайская машина. В чем ее фишка? Автолоудер у нее присутствует, насколько я помню. Проблема ее то, что 19-й лоб это мало для танка такого класса. Здесь должен быть 20-й, но зато у вас перекос по урону. 22-й пробой это пробой топового танка. Единственная проблема китайских машин — 7-я скорострельность. Это очень медленно. И сама скорость у танков, ну, по сравнению с аналогами, тоже медленная. Поэтому эти танки используются как дешевая затычка. И, скажем так, вы их должны накапливать медленно, и они тогда играют в медленные атаки. То есть атаковать я бы все-таки советовал с корейскими танками. В целом тут так и работает, то что китайские танки это, по сути, под оборонительный геймплей. То есть вы достаете вот эти медленные машины и играете от обороны. А если вы хотите играть от атаки, вы берете корейские машины. Здесь у нас широкий выбор. Например, хочу обратить внимание на Т-72М. 60 очков он стоит. 18-й пробой. Да, 7-я скорострельность. Да, лоб не очень. Но за 60 поинтов
типа, я вам просто сейчас для сравнения. Для сравнения, вот у нас норвежский Леопард, который, по идее, такую же роль выполняет. И вот северокорейский Т-72М. Кроме скорострельности, никакой разницы нет. Еще есть 2.100 дальность, но в целом вам будет неважно, потому что вы все равно будете в упор вкатываться Т-72М. Действительно, можно на развертывании удивлять соперника вот такой херней и забирать у него топовые или предтоповые танки. Ну, конечно, нужно будет опыт, поэтому, опять же, новичкам я не советую брать такую машину. В идеале, честно, Чонмахо 5, гениальная машина, 19 пробой, 16 лоб, за 90 поинтов просто жир зрейший. Плюс вам еще дают КПВТ в придачу. КПВТ это супер ДПСное орудие. По танкам дешевым, если брать классику, это Т-62Д, супер ДПС машина с 10 лбом. Вызываем по 2 штучки к нашим дешевым бойцам, на реплеях опять же видите, как это происходит. Ну и реально, когда вот таких вот машин накопился стак или два, ну, противнику очень неприятно с ними воевать, а это в том числе в лесу. На аналог нам разработчики еще предлагают Type 59.1, в чем фишка: увеличенный пробой, увеличенная скорострельность, но точнее ослабленная броня. Как хотите. То есть, опять же, то есть условно это сравнение, хотите ли вы более наступательную машину или более бронированную более бронированную машину, просто скажем так. То есть тут в атакующие способности, опять же, здесь в оборонительные, в защитные способности. То есть, опять же, выбор предлагаю, потому что жаловались люди в прошлых гайдах, что я вот типа не все юниты рассказываю, вот сейчас рассказываю вообще все возможные варианты, что можно взять. Хотите дедов возьмите, но я осуждаю, это я осуждаю. Фу. Разведка. Лерен, отличный разведчик, штурмовой, просто must have на грузовичке. Дальше есть целых 3 варианта. Либо берем на БТР-40, здесь это ZZC-PP-55. Почему? В чем прикол этих разведчиков? Они в колесной колонне дают обзор. То есть, когда вы еще едете в колонне с колесными БМП, они дают им дополнительную оптику. То есть, так будет приятнее развертываться. Есть просто Лерен на ВЗшке, то есть, думаю, очевидно. Вызываем просто разведчика на автопушке, достаточно стандартная связка, такую вы можете найти в Еврокорпусе. И моя любимая связка Z9A на Леренах. Почему мне нравится эта связка? Вот этот вертолет, это двойная автопушка. За 25 поинтов, за 6 КП и 300 КМЧ. Они отлично пролетают в тыл и могут этими автопушками делов натворить реально мощных. И на развертывании они даже просто, если вы кинете куда-то, посадите через смену высоты, тоже могут делов натворить. Однозначно рекомендую к использованию. Далее у нас Рекон танчик, мой любимый. 17-й пробой, 8-я скорострельность, низкая броня, но 17-й пробой за 60 очков. И эта херня еще стреляет из инвиза, и у него оптика очень хорошо. Не зря она прототип. Это действительно имбовый танчик. Обязательно к использованию, и я же советую водить парами. По поводу таких танчиков, они есть, их можно использовать. Особенно понравится Антант Механа, где у нас есть Т-55 из Видьяч вроде бы. Действительно можно вот срать еще вот такими вот танчиками иконовскими. Опять же парами желательно. По рекон вертолетам я советую к использованию Ми-2. Некоторые используют вот такой вот вертолетик из-за превосходной оптики. Опять же, вкусовщина. То есть и некоторые Ми-1 используют вполне спокойно. Но Ми-1 я не советую в ранкеде, так как рекон верт мы берем для первичного сбора информации. А вот эта херня летит очень медленно. В принципе, тут в рекон табе все. Снайперские пары мы в курсе. Мы редко используем. И используем только уникальные, которые могут сами делов наделать. А вот эти юкендаи, которые просто дают информацию, ну, блин, зачем? Транспорт. Сразу обращаю внимание на китайские ПТшки. ПТЗ-89. Машина с 21 пробоем и 10 скорострельностью. У нее нет стабилизатора, но в ее случае это плюс. Эта машина засадная. И поэтому, когда вы условно стоите в засаде, и рядом едет вражеский танк вместе со спамом, через right-клик очень удобно наводить на вражеские танки. Но это такая вот особенность. Ставим куда-то на фланги, ждем в засадах. Действительно, топы можно перестрелять спокойно. Плюс их очень много дают. И самое главное, можно не только топы воевать. То есть можно воевать даже с танками за 90, за 100 поинтов и просто разменивать. Это геймплей довольно тяжелый для скилла. То есть это скиллозависимый геймплей, но действительно такими машинками можно удачно расстреливать вражескую механизацию. ПТЗ-59 за 40 поинтов. За 40 поинтов, казалось бы, супер машина. 18-й бронебой, 6-я скорострельность. Здесь нам стабилизатор даже хоть какой-нибудь дают. Но 7-й лоб. Проблема этой машины — скорострельность, на мой взгляд.
Если была бы скорострельность, как у этих машинок, было бы жестко. А без этого, ну, блин, поверьте, печально тяжело стрелять из этой херни. Из интересных туровозок у нас ВЗ-550. В ранкеде применить тяжело, но в целом на какой-нибудь бой в Рези можно достать такую машину. 26-й пробой — это ракета Писрайна. 3 километра — это большая дальность. То есть, если у вас есть руки, можно пробовать. Есть еще вот такая туровозка, кстати, тоже ничуть не хуже. Опять же, отсутствие стабилизатора делает такие машины крайне уязвимыми. ЗСУ-57-2. Отличная машина, противооблетка. Я думаю, вы все знакомы. Не обязательно брать, потому что у нас в наличии есть Хвасун Чонг. То есть Хвасун Чонги из-под фаготов можно также уводить на защиту базы и, типа, как хотите. Можете взять дополнительно, можете не взять. Ми-25. Этим все сказано. 10 Ми-25. Если вы не хотите играть с соперником, достаете 10 Ми-25 и летите на их респаун под прикрытием антирадара. Я это вам не говорил. Я не верторашер. Я просто вертодропаюсь на вражеский респаун. Это абсолютно нормально. По поводу вертолетов TY-90. TY-90 это мобильная ПВОшка, которая в Red Dragon просто не нужна. Это не Сокол, это не Давчик, у него нету орудий. Кроме того, как сбивать воздушные цели, он ничего не умеет, поэтому он говно. Старайтесь не использовать и вообще не брать почти никогда. Есть еще интересный птуроверт за 60 очков. Вполне допустимо его использовать, если вы умеете гонять птуровозками. Нагонять, например, на противника, когда он совсем лишился ПВО. Но можно еще делать это точно так же с вот такими приколами. То есть, опять же, вкусовщина. Кому-то нравится спамить вот такими хотами, когда вы увидели чувака, который не следит за своим ПВО, какой-нибудь лишний танчик или лишнюю БМПшку подколоть. Ну, это прикольно. Тем более, Мардер 2 условно убить, и эта херня уже окупилась. Почему бы и нет? По поводу авиации. Единственная проблема Red Dragon — отсутствие хороших истребителей. То есть, у нас на выбор G8C, корейский МиГ-дуэлянт. Корейский МиГ-дуэлянт, сразу оговариваюсь, проблема — ближние ракеты. То есть он и отлично уничтожает вертолеты, но у него проблемы с, как бы, сородичами, коллегами. Против других истребителей он очень редко когда играет. Нужен либо какой-то нереальный микроконтроль, когда вы залетаете за стрелку и ожидаете вражеский истребитель. Ну, либо просто не использовать их как Air Superiority Fighter, а использовать только как супер прокачанный дрон. Они в ближнем бою-то убивают почти любые истребители, но именно проблема у них долететь до этого ближнего боя, потому что, как правило, они уже умирают или оказываются в контузии до того, как они долетят до своей вражеской цели. Фибао — один из лучших антирадаров, крайне рекомендую к использованию. GH7 — местный писрайн с 2 дополнительными ракетами, 40 рэпа, просто дичь, очень хороший ПТшник. Атакующая авиация у нас еще есть Q5D, это ГБУшки, пошел нахуй, долбоёб. 15-й фугас, этого достаточно для хорошего ПТшника. Ой, ПТшника, ЛГБшника. Ну, это бомбардировщик, можно по пехоте работать, можно по танкам работать. И забыл я про Су-27К, да, кстати, сказать. Ой, как вам сказать-то? Ну, по идее, именно этот истребитель нужно использовать в этой деке. Но, блин, он дорогой и реально неэффективный. Мне реально дешевле выгнать 2 HQ-шки и достать какой-то, ну, на крайняк G8C. И этого достаточно будет, чтобы сбивать вражеские самолеты. А Су-27К, ну, блин. Нет, когда он вкачивается в элиту, он, конечно, супер классный. Но в целом, почему-то он мне не заходит. Хотя, чисто по показателям, он абсолютно неплохой. Это по факту Су-27С. Только точности побольше бы дали, и было бы хорошо. J7H. Тоже, кстати, классный самолетик. Я не знаю, как он летает, когда у него 1000 бомба на правом борту. Немножко неудобно, баланс, наверное, перекашивает. Но, тем не менее, 20-й фугас. Вот такими хернями можно очень сильно забамбливать противника, который не позаботился о своем ПВО. Особенно, когда вы налетаете массой. J7H очень далеко откидывает свою бомбу и довольно быстро уходит в стратосферу. Также у нас на использование куча разных наровозов, дронов, все остальное можно спамить. Ну, Б5 это, я даже считаю, представление не нуждается. Огромная бимба, которая полкарты сносит. И даже вот такие вот кластерники. По атакующей авиации тут полный набор. Абсолютно есть все. Проблема только истребители. На этом обзор все. Переходим для самых маленьких, как говорится, для самых умных уникумов к обзору реплеев. И вновь мы возвращаемся к нашему излюбленному динамическому обзору реплеев. Чиноза — это у нас я, в красном углу, генерал-майор,
Против нас бригадный генерал Вьетконг, который неиронично является вьетнамцем. Опа, а там Еврокорпус, который АФКшит. Проматываем этот момент. И у нас карта бой в Рези. Помним мы уже про две ключевые позиции. Огромный город по прозвищу Волынь в нашем сообществе. И маленький город по прозвищу Кишлак. Есть Кишлак 1, есть Кишлак 2, естественно. Также есть прямоугольный лес. Я человек простой, решаю заехать лиджаниями вертолетами на большой город. Потому что, думаю, ну, чувак такого не ожидает. Чувак решил, что я не прав. И именно по этой дороге просто идет РЦ-трейн. Ц-трейн получает немножко нура в лицо, но в целом это просто катастрофа. Я не угадал с направлением атаки. Мне приходится срочно укатывать обратно. Очень смешно выглядит, как автопушки смотрят в ту сторону и такие: ребята, нас там не ждут, вообще не ждут. Ой, это была моя первая игра за Red Dragon после сборки этой деки. И, конечно, такая игра, я уже на этом моменте понял, что все будет очень весело. Реконтанчик, видите, в кусту не зашел, да и плюс РЦшки, они как бы все спокойно палят. Разверта не получилось, приходится играть от накопления, при этом у человека был занят кишлак по итогу, самое печальное. Я не проатаковал здесь, я не проатаковал туда, чувак еще всю карту занял, абсолютно всю карту сейчас занял, ему просто сейчас нужно ставить CV-шки. Ужас, просто катастрофа на старте произошла. И нереально долго сейчас придется отыгрываться. Тем не менее, ничего страшного, игрок я опытный. И у нас все получится. За 9А с лиренами полетел облет. Так как в такой ситуации нам, очевидно, нужно где-то лишний раз зачизить, чтобы у нас было больше шансов выиграть. И начинаем потихонечку, планомерно забирать позицию за позицией. Прямоугольный лес, как я говорил, вот они, Люжандуи, 15 поинтов. Легионеров просто взяли, скосили и сожрали. Просто зарезали ножами. Разведчик стоит в упоре, сейчас его нужно обнаружить и убить обязательно. Милана F2 противник использует, и похоже он их использует на MX-13. Кстати, очень дешевый вариант. Опять же, сейчас мы играем против игрока азиатской школы варгейма. Она действительно отличается. И чем она мне нравится по сравнению с западной, они умеют в эффективность. Они просто чисто, ну я не знаю, на каком-то генетическом уровне понимают, что такое эффективность. Просто 3 птура на 5-поинтовых машинках. Это стоило ему, ну, 90 поинтов. А вот эта херня сейчас мне будет игру всю мешать, абсолютно. Стоит разведка, стоят легионеры, машинки не сливаются. То есть, ну, действительно, вьетнамцы молодцы. У них довольно маленькое сообщество, буквально 5 игроков играет в Wargame именно от Вьетнама. Но ребята большие молодцы. То, как они прогрессируют и учатся с каждым днем все лучше и лучше играть, это стоит отметить. Но это все иронично, то что я играю за Red Dragon против вьетнамца, который играет за Еврокорпус. Должно было быть все наоборот, наверное. Пытаюсь выгнать разведчика, не дает мне. Создал вот эту вот зону РЦшек, приходится вот его все-таки подпинывать. Не хочу его здесь позволять. Просто не хочу ему эту позицию давлять. Очередная РЦшка потеряна, он будет, скорее всего, откатываться, да. Нет, неужели в бой пойдет? Вот опять же то, что я говорил, смотрите, сколько птуров. Раз, два, три, 4, 5 птуров. 6-й едет. Это жесть. Действительно хорошая комбинация. РЦшки, реконтанчики не позволяют разведке подойти их засветить. И как бы, блин, и птуры создают огромную зону поражения. Это просто жестко выглядит на самом деле. Встал у меня второй командир, я не могу позволить противнику слишком много тикать. Посовался я в ту сторону и понял, что, ну, делать нечего. И в принципе, Фокстрот мне не нужен. Угрозу Чарли мы, если что, купируем своими птурами и точно такой же разведкой. И просто спокойненько перемещаемся направо, где у нас действуют те войска, которые я вызвал со старта. И они не смогли заехать в большой город. Поэтому я просто перенаправил на фланг. Пытаемся тут суваться, что-то искать. Здесь проблема. МХ-40, Лиджани, РПО, ничего ему не сделаю, к сожалению. Приходится отходить. Дрон использую для того, чтобы вылавливать вертолеты один за одним. Пока что бесплатно. Это северокорейский МиГ был, если что. И вот она, БМ-ка, сейчас будет стрелять просто в ту сторону и проверять соперника. Команда Марины, кстати, это жестко. Это элита. Но у нас есть элита своя и самый наш прикол. Вот эти юниты сейчас стоят одинаково. При этом Лиджани 90 они с РПОшкой. И чисто за счет этой РПОшки они будут от таких вот чуваков очень сильно выигрывать. Продвигаем разведку, понимаем, что вся игра уже будет вести здесь. Тем не менее, здесь у нас чиз срабатывает. Скоро мы обнаружим командира. Это очень важно. И именно такой маршрут, кстати, я советую вам выбирать. Потому что здесь, как правило, всегда будет противооблетка, либо какая-нибудь машинка. То есть, и, как правило, здесь командир очень безопасно расположен. Либо он в домах пехотный,
То есть до него добежать тяжело, так как здесь вот две линии вызова, и просто может ехать рандомный юнит и убить вам вашего разведчика. Либо здесь будет машинка, которая, ну, в 1000, ну не знаю, ну чаще всего все-таки хоть как-то задефана, если вы играете против человека. А если вы не играете против человека, то вам бояться-то нечего. Вот они, команда Марики, подмикрили, РПОшечка, и все. И вообще ничего не будет делать. Моментальная контузия и добивание. Двигаемся здесь, 2 90-ка я накопил, 2 топовых танка. Это скилл ищу, так называемый. В этот момент я отвлекался как раз таки, чтобы пометить вот этого командира, и это печально. Топовый танк был слитборд. Поспешил. То есть сейчас бы у меня было 4 танка, которые бы шли в атаку. Не было бы проблем. Но, как я и говорил, это была моя первая игра за Red Dragon. Это было утро, я не выспался, играл без разминки. Еще 1000 оправданий вам сейчас назову по поводу того, что я играть не умею. Но в целом это так. Играйте с разминкой, ребята. Не идите в ранкет без разминки. Если вы действительно хотите там побеждать, это только я себе могу позволить. Вызываю еще одного командира, потому что мне нужно срочно останавливать ему тик поинтов. Не могу ему позволить слишком далеко отойти. Использую, кстати, драгоценные минометы. Вот я не рекомендую такие использовать. Очень дорого. 60 очков и снарядов не особо много. Но, не знаю, если ему получилось что-то убить этим минометом, то, в принципе, неплохо. Разведчик. Сколько раз я уже показывал эту позицию. Вот здесь супер позиция для разведчика. Как только у вас в этой позиции разведчик, вот эта вот позиция у противника практически отваливается. Очень важно там туда досунуть разведчика. Противник продолжает темповать командомариками, то есть мобильно их высаживает. И самое главное, хранит свои пантеры. Именно в таких закрытых зонах вертолеты получают дополнительную эффективность. Прожимаем смену высоты, вот именно как он сделал наш соперник. И контролируем вот эту вот всю открытую область. Действительно супер удобно. Как сам достался, отработал командира, а дальше будет работать по вот таким турам. Неплохая контра, то есть решение законтрить вот такого спам туров именно вот такой тяжелой артиллерией. Туры, они мало мобильные, они очень медленно двигаются. И именно такая арта их с легкостью выбивает. Также накидываю БМ-ку, но это, видимо, были остаточные ракеты. Вообще, почему бы и нет. А МХ-40 использует противник. Тоже редкий гость, в принципе, в играх и в ранкеде в том числе. Но, тем не менее, посмотрите на его статы. За 80 поинтов эта машина очень классная. 19-й пробой за 80 поинтов. Мы сегодня показывали Т-72М за 60 поинтов. Там был 18-й пробой, но 200 дальность. А тут абсолютно работающая машина с 9-й скорострельностью. За чуть дороже стоимость. Начинаются бои, резервисты. Обходные маневры команда Маринами. Но опять же, я говорю, Лиджани реально вот именно в этой игре, на удивление, себя хорошо зарекомендовали. То есть даже не полный отряд Лиджани, по сути, разменялся с командой Маринами. А тут мы уже, кстати, убегаем. Скорость одинаковая. Джеффи Бан долго тупил, не ставил командира, кстати. Просто опять же, потому что не выспавшийся, играл. И действительно, блин, ну просто лишнее время теряю. Это со мной потом сыграют плохую шутку. Здесь командир захвачен. Будет сейчас выискивать, да, естественно, а что случилось, как бы. Опять же, надо обратить внимание, то, что опыт у соперника есть. Вот он нашел Лирена, который спалил командира, и спокойно себе вызывает танкового командира. Потому что не ебет, типа. Он его сможет спокойно поставить, и разведчик этому не помешает. Игрехат используется, продолжает использовать вертолеты. Опять же, видите, я Red Dragon, казалось бы, надо мной летать нельзя. Но именно в этой ситуации, когда у вас есть вот такая вот супер удобная зона для вертолетов, это классно. Люжандующий, он Махо 5, вся орда идет вперед. Очень удачно. Но здесь Тигрехат фокусит Т-90. Очень печально, но добиваем его. То есть хороший размен, 100 поинтов сгорают у противника. И здесь я хотел показать, да, просто насколько я, вот честно, я вот прямо во время игры хлопал этому игроку. Он знает то, что я вижу танк, понимаете? И он знает то, что я могу вызвать ПТшник в попытке убить этого командира. И посмотрите, что он делает. У него был один истребитель куплен. Он покупает 2 истребителя, чтобы наверняка защитить своего командира. Потому что это единоразовая акция, то есть ему сейчас надо, главное, пережить этого разведчика, и все будет нормально. И действительно, я хлопал. Я просто хлопал искренне. По поводу того, что вызвались 2 миража, которые защитили танкового командира. Это просто похвала абсолютно. Тем не менее, бой продолжается. Т-90 у нас чуть-чуть повредили. Чон Махо проблемы с топливом, потому что мне пришлось их загонять в лес. И продолжаются наскоки команда Маринами в тыл. Просто как по учебнику противник играет. Это вполне четко.
Здесь самое главное, да, у него миражи склеились. И я послал свой северокорейский миг, который у меня остался. Минус один мираж. И... Ай, не повезло. Да, второй мираж выживает, но это размен 1 на 1. Тем более мой истребитель уже был бесполезный по факту. То есть я его не мог эффективно применять. Команда Марины заходит в тыл. Встречает Лежаний. РПО. Залп. Минус 7 рыл или сколько там? Минус 5 рыл, по-моему, отмерло моментально. Очень хорошая связка. То есть вот действительно, вот именно за Red Dragon почему-то это работает. Моя теория то, что просто за счет скорострельной РПО. Пошли ЗТЗ-85, Т-90 у нас как бы выкуплены уже были. Продолжаем массить другие танки. Это наш единственный ТПС. Сейчас на реплей вижу то, что я, как говорю, чисто из-за сонливости своей просто очень много тупил. То есть вот сейчас уже можно атаковать. Просто накинуть какую-нибудь БМ-ку в ту сторону и просто атаковать. У противника сейчас даже топовых танков нет на поле боя. Тем не менее, у него эффективно получается сдерживать. Занял он вот эту вот полукруг позицию. И с позиции полукруг очень тяжело идти в атаку. Это однозначно. Легионеры промазали. Видите, аж патроны закончились, значит, он очень эффективно разменивался. И Чон Махо опять самое главное, что они в ремонт уходят. И как я говорил, проблема Red Dragon. Снабжение вот это дешманское. Блин, ну пипец неудобно. Кстати, противник тоже использует 15-поинтовые грузовики, как я уже объяснял в гайде. Это связано с тем, что когда вы играете на многих участках карты и расставляете много разных втуров по огневых позиций, вам очень выгодно использовать именно такое снабжение. Команда Марины в лесах самое обидное, то что они, видите, воюют, как я и говорил, элита лучше всего все показывает в ситуациях вне основного боя. То есть там, где противник не может ее задушить стаком спама или другими вещами. То есть, чтобы вот этих командомариков убить, нужно специализированную группу выделять, которая стоит очень дорого. А они сами по себе нормально там катаются, еще и пантера в придачу. Здесь самое мне печальное, это слив хвасунчонгов. То есть, да, очень мне не везло с хвасунчонгами в этой игре конкретно. Пантеры надо мной летали, действительно. И вот тут пошло уже прям дефолтище, стандартная связочка. Т-62Д стак. 2 бойца и в атаку. Погоды расставляем по всем кустам. Мы Red Dragon, мы стреляем из каждого куста. В том числе при помощи вот таких вот танки шайшоу, мы их называем танкесты. Миланы F3. У противника 2 карты Птуров в деке. Заметьте. И это не механ. Если кто-то думает, что это механ, это не механ. У противника 2 карты Птуров. То есть, я не знаю, ну можно ли шутить про то, что это Вьетконг, и они действительно играют в какой-то партизанских методов борьбы. Но посмотрите, реально элитники постоянно бегают. И 2 карты Птуров для обороны. Это просто вау. Я такого еще не видел. То есть это игрок, который, ну, это сообщество, которое само учится. И в отличие от западников имеет куда больше достижений. То есть это, блин, ну, просто вау. И этим классен Wargame, кстати. То, что действительно разные школы у нас сложились. 3 основных. И все играют по-разному. У всех свои фишки, свои приколы. В том числе в 1 на 1. Танковая армада накопилась, у противника появился наконец-то Леклерк. Здесь легендарный кассетник, кстати. Я помню, как я обсуждал с этим игроком именно этот кассетник. И он такой, ну, наверное, неплохой кассетник, раз уж НБК сказал. Попытка убить командира. Я реагирую, командир отвелся в сторону. Хвасунчонги сбивают вертолеты, которые пытались налететь. Проблем нет. Заметьте, опять же стояла HQ-61А, которая помогла добить этот самолет. 60 очков, ничего не стоит. А сбился самолет за 145 очков. Бой выравнивается, но у меня проблема, мне надо наступать, потому что у противника больше очков. Чон Махо 5, как я и говорил, при помощи КПВТ и пушки очень сильный ДПС в лесу. Они действительно сравнивают все, что видят. БМ-ка накидывается, посмотрите на этот урон. Леклерк упал в контузию, 50 очков это стоило мне. Леджани, боже мой, вот это было неприятно. 2 взвода Леджани попали под Пантеру. Видите, недостаточно расплитил, недостаточно ПВО, самое смешное. Вот эти пантеры, которые постоянно от респа летают и по мне накидывают. Крайне неприятная ситуация. Начинаю уже, честно, злиться на моменте. Понимаю, что туплю, понимаю, что времени нет. То есть Птуры здесь я выбивал. Вот видите, десятка прилетает. Птур уже умер один. Здесь уже Птуры почистили, тоже 2 Птура осталось. В целом открывается проспект для атаки. Самое важное. А МХ-40, видите, даже выстрелить не успел. И самое главное, вот он КПВТ, который в лесу начинает стрелять по даже супер бронированным целям. Эта машина еще очень много критов может выдавать именно за счет КПВТ. Именно в упор. Но поэтому этот танк так ценится. Люжандуи за 15. Штурмовики пошли вперед. Это, кстати, если что, китайские морпехи Люжандуи. Сравните с морской пехотой из СССР, почувствуете разницу.
Еще один стак Т-62Д. Красный дракон просто пошел вперед. Постановка дым-завес. Перезагрузка компьютера от какого-то говна. Это привычная тема для Ред Дракона. Потому что постоянно какие-то безоткатки, постоянно какие-то дешевые птуры, постоянно какие-то КПВТ. А МХ-10 просто там сгорает каких-то 15-поинтовых юнитов. Другой проблемой является эта проблема, танчики. Думал, что командир здесь на самом деле. То есть думал, что командир здесь. Это его дымы сейчас, кстати, если что, лежат. 2 Леклерка в стаке. Будут ли выходить в упор, интересно. Ой, неприятная для него ситуация. Абсолютно. 1 хп. Вы вообще видите это? Это фагот был. 10-поинтовый юнит убивает топовые танки. Вот он, Ред Дракон. Полностью в своем великолепии. Абсолютно. Минометами просто уже выношу эти птуры. Очень они мне прям мешают. И сейчас 6 минут. И самое главное, как же я туплю. Надо быстрее было двигаться. Быстрее двигаться. То есть сейчас уже все, надо игру заканчивать. Убивать здесь командира желательно убивать. Продвигаться вперед как можно шире. Понимаю, что командир здесь, иду за ним в атаку, поставлю себе дым-завесу, чтобы пройти более безопасно. Ми-25 уже дозывается, крайне эффективный ганшип. Истребитель идет в суицид-атаку на Ми-25, так как у противника нету средств ПВО поблизости. БМки наваливают, там просто ад происходит на земле. Посмотрите, сколько юнитов накопил Ред Дракон. Просто вперед. Повреждение ходовой, как же неприятно. 2 командира на зону пытаются встать. Леклерк 1 хп, сгорел, опять какой-то птур залетел. Смотрите, сколько здесь фаготов накопилось за это время. Командир налево тоже уничтожается. Это +2. 3 минуты 40 секунд. Кассетник идет в беспорядочной атаке на мои топовые танки. Топовый танк сгорает. Еще и 2 хвостунчонка в придачу. 2 командира будут пытаться встать на зону, хоть как-то накапать. Сил рядом нету. Ми-25 реагирует, переводится направо. Нужно как можно быстрее убивать командира. Времени нет, 2 минуты. +1 капает, это 100 на 190. Победу пока что одержать не предвидится, скорее всего. А МХ-30 сгорел, ПТшник отработал. Здесь заслон из резервистов сейчас будет становиться, и будет становиться командир просто для накапливания поинтов. Все идет в атаку, просто all-in. Делать больше нечего. Супер Сэм вызывается, чтобы хоть как-то оттянуть жизнь этого командира. Но и он сгорает, и минута остается до конца боя. Карта была захвачена. Здесь даже командир пытался проехать на Фокстрот в слепой надежде, то, что это получится. Но, к сожалению, ребята, это поражение. Это поражение. Моя первая игра за Ред Дракон после долгого перерыва. Далеко не моя любимая дека, но в последнее время мне за нее идет. Но это вот такое вот поражение от вьетнамского игрока. Блин, ну битва крутая в любом случае. Это действительно супер битва. И абсолютно не жалко, что я проиграл. Потому что здесь вот реально уже есть, можно работать над ошибками. Надо понимать то, что надо было двигаться быстрее. Или искать какие-то другие способы выиграть игру. Ну, и в целом, вот видите, то, что первое не угадал с направлением атаки. Попался на, по сути, чиз-мув от соперника. АМХ 10 Train, колесные танки. Очень забытая и старая тактика. Но в данной игре она сработала. Ну и переходим к следующему реплею. Где, кстати, я вам смогу показать основные все-таки фишечки Красного Дракона. Карта Ядерная Осень. В красном углу, естественно, Чиноза, это я, НБК, если никто не забыл. Против нас Хербрингер, полковник, но за Южноафриканскую Республику. С открытием через топовый истребитель. Я не открывался через истребители, я всегда по земле на этой карте стараюсь приезжать. И, тем не менее, получаю уже информацию про Африку, решаю то, что не зря я сюда вызвал 2 бойцов. А также был замечен мой вертолет облета. Скорее всего, кстати, я вот не уверен, надо будет сейчас глянуть. Именно из-за этого я его посадил и решил высадить разведку пораньше. А дрон, опять же, северокорейский, видите, открылся уже после того, как истребитель врага ушел на базу, чтобы подрезать вражеское вертолетное развертывание. Руевак со старта через смену высоты прожал посадку, видимо. Мистраль не наводится, похоже. Кстати, еще один из 70-поинтов вертолет, тоже у него есть ПВОшные ракеты. Но тем не менее, пока отходим. Этот реплей будет уже чуть-чуть попроще, я смогу чуть больше рассказать, так как здесь нету такой напряженной игры. Все-таки полковник это нам не вьетнамский бригадник. ВЗшки с огневой поддержкой сохраняем. В идеале они должны были вкатиться сюда, но так как здесь они были высажены вертолетом, понимаю, что позиция уже занята.
И если бы я знал, что это пара Pathfinder, я бы влетел на них машинками. Почему? Потому что у них отсутствует гранатомет. Вполне их можно просто затоптать при помощи бронетехники. Лиджане точно так же ехали на дельту, высадил здесь. И просто сохраняя фронт. В таких случаях главное не пугаться, особенно если увидите Африку. Африка, она вкатывается первая, ей никто это запретить не может практически. Ну, кроме 10 Ми-24 ВП. И все. Ну вот реально, пусть езжает. Просто не переживайте по этому поводу, спокойно откапливайте фронт. Проблемы начнутся у него. Ядерная осень, также напоминаю, очень важна быстрая постановка командиров. +2, +2. Кто первый поставит +2, может получить огромный флап. То есть количество запаса по очкам захвата. И тогда противника можно будет вынудить к атаке на вас. А вы будете находиться уже в обороне. Гольф был замечен командир. И ВЗшки занимаются своим стандартным делом. Едут по тылам. У них сумасшедшая автономность, у них есть амфибийность. Они проходят в любые куски карты. Читах Д был уничтожен. Читах Д использовался как ГБУшник, то есть как бомбер. Уничтожил 2 взвода танкистов. Неплохой результат, если бы он не упал. Здесь проблема, я наслал свой истребитель. И вражеский карвер, скорее всего, уходит, потому что это топовый истребитель. Рэп слишком большой. И здесь кашкушки, походу, последний зал даже просто не довернули. Печаль? Печаль. Заняты дома, Руйкат Реконовский получает пизды, а все потому, что нехер быковать на китайские рекон-танки. Вызываю саптуры, естественно, все правильно делает в целом соперник, надо занять теперь птурами, но я не вижу буффалосов. Очень интересно, почему нету буффалосов, и используется очень много вот этой вот элиты с АГСом. Точнее, это даже не элита, это штурмовики. Ну, реально плохой юнит. Если бы он был элитный, я бы, может быть, меньше претензий имел. А так, конечно, так себе. Здесь, кстати, группировка из бургермагов, но проблема бургермагов. Они не могут наступать. Это оборонительный юнит. Ну, либо его нужно использовать в крупномасштабной атаке. Желательно механизированной. А тут пока что 15-рыльные. Они, конечно, будут в домах долго жить, но я туда наступать не собираюсь. Опять же, вот сейчас момент, когда противника стоит просто армия, которую можно послать через атаку, и она что-то сделает. Ну, так как я ее уже обнаружил, я вызываю подкрепление. ВЗшки и танкисты, как я и говорил, занимаются дома. Им там очень удобно. Пропустили мы здесь все шоу. Уничтожение командира здесь. Вот она ВЗшка на фоне горящего командира. И вторая ВЗшка была в засаде на случай приезда другого командира. Но противник отреагировал, вызвал вертолет, который чудом разобрался. На одном хп он остался. Иначе можно было бы сопернику ливать. Понимая это, то что противник сейчас не будет до заказа, самое время начать атаку на какое-то из направлений, где он не сможет вызывать реакцию. То есть вызывать новые юниты. Примерно понимаю, что его задачей было вызвать туры, и, скорее всего, сейчас у него здесь ничего нет. Противник, на удивление, еще и сам идет в атаку, огрызается, то есть высовывает 3 взвода пехотинцев и посылает в атаку. Ратали 20 автопушки очень сильно ДПСят, но реконтанки справляются, нечем ответить, Руевак подводится. Но, блин, что-то обидно, да, когда твой Руевак не пахтайгер и не умеет светить наземные цели. В ответ на Руевак вызываются Хвасунчонги. Дешево и сердито. Ашку-7 уходит в тыл. Ашку-7 хотел также подвести здесь, чтобы подловить Руевак. Но, как я и говорю, неожиданно было для меня то, что противник вытащил взводы из домов во время атаки. Очень интересно. То есть неожиданно. И вот они, лиджане, РПОшки. Идеальная для них ситуация. Вот очень мне везло с лиджаниями на протяжении моих вот этих вот попыток играть за Red Dragon. Наступление здесь, Люжандуи. Заняли вот эту вот позицию. И смотрите, что я делаю дальше. Опять же, алгоритм за Red Dragon. Заняли позицию, закинули туда этих фаготов и танкестов. Мы уже привыкли называть танкестами. А все остальное двигаем на следующую позицию во фланг. И это очень удобно. Очень практично. То есть вы позицию заняли и действительно ее просто забетонировали за очень малое количество очков. Здесь, кстати, Ратл стоит на дефолте. Разведчика я пока не активизирую. Примерно думал, что если что, я смогу туда пролететь вертарашем, условно. Ми-25 штук 3 послать на Индию. Вполне успешно можно было бы получиться. Но, тем не менее, пока занимаемся выбиванием своей двойки, крайне важно. Люжандуи 15 поинтов, как я и говорил, супер юнит, мне нравится. Посылаем вперед на мясо. И поддерживаем бронетехникой. ССФ очень странный юнит, не понимаю, почему его используют. Но так вот, так надо. Каспер и Какар, целый стак. Я, честно говоря, испугался, потому что понимаю, что лиджане им ничего не сделают. Хвасунчонги, скорее всего, тоже. И здесь вообще отсутствуют сейчас РПГшники. Элан-90 НТАК, кстати, мне интересно, попала ли хоть одна ракета. Нет, не попала, потому что, ну, это полная дичь, такое попадание.
Прикиньте, из такой херни попасть. Вот это да. Но если бы ваншотнуло, было бы красиво. А так, конечно, так себе. Кстати, Rattle 20 по поводу с ВЗшками перестреливаются не на очень равных, потому что вторая броня есть у ВЗшки. Видимо, за счет бронестекла на кабине. И африканец начинает, в принципе, делать неплохое решение. Резко перейти в атаку на фланг. Здесь у него, кстати, залетел, мы не видели, очень красивый нуровоз, который почти полностью уничтожил мою пехоту. Но и то, что я говорил, ошибка, нету атакующей пехоты. Если бы он применил здесь парабатов, либо хотя бы SASF, проблем бы не было. Вот он дозывает сейчас элитный юнит, но немножко поздно. Теперь будет поздно, я тоже сюда тоже вызываюсь. Более того, я вызываюсь в первую очередь за то, чтобы перекрыть воздух. У меня уже есть вторая линия обороны, которую нужно также пробить сходу, и либо я здесь просто буду накапливаться и выбивать фокстрот. А понимая то, что там пошла атака, начинаю здесь более активно действовать, дочищать, так сказать. Танкесты в очередной раз разбивают колонну, не дают дойти, как я и говорил. Нуровоз падает, но лежанием, конечно, не очень приятно было получить такой залп. На Фокстроте теперь особо проблем нет. Фокстрот под нами. Альфа точно так же. Абсолютно бесполезные танчики со стороны противника. Ну и вот типичная, кстати, игра против Африки. Спустя 15 минут ее нет на карте. Абсолютно. И действительно тяжело играть за Африку, если вы не умеете в мотор. Противнику стоило бы, во-первых, атаку на фланг хорошее решение для камбэка, но надо было подготовить и сделать более качественно. Воздушная доминация тоже качественное решение, но, к сожалению, против Red Dragon оно работает слабо. То есть, вот проблема, ну, точнее, вот, кстати, фишка в очередной раз подтверждается. Red Dragon, если вас заебали вертолеты в ранкеде, берете Red Dragon. И действительно будет над вами летать крайне тяжело. То есть, вот Руевак, он что-то даже отстреливал, но по итогу эффект практически нулевой. На Чарли командира нет, у меня капает +2, это безоговорочная победа при условии контроля большей части карты. Топовый истребитель, опять же, вот почему я не люблю топовый истребитель стартовать. Ну вот он стартовал с него. А противник не покупает атакующую авиацию, потому что она ему не нужна. И печаль получается, действительно печаль. Я рекомендую новичкам по земле стартовать. Элитные истребители это уровень там, ну вот на турнирах там умеют стартовать с элитных истребителях, когда точно знают алгоритм противника. J7H у нас впервые появляется на сегодняшнем ролике, о котором я говорил. Здесь он неудачно заходит. Я хотел зайти по краю карты, выбомбить этого командира. Ну не беда. Можно купить еще один J7H и попытать счастье. Истребитель ушел на перезарядку. Больше ПВО у противника, кстати, нет. Оно отсутствует, и я это прекрасно знаю. Потому что вертолеты были слишком дорогие. J7H летит в своей цели. Командант под угрозой. Реагирует ли противник? Да, он двигает. Но это 1000 бомба. Она слишком большая. Бам! И противник сдается. Вот так вот, ребят. Вот такой вот Red Dragon. Постарался поднять качество, постарался как можно кратче объясняться. И большое спасибо нашему художнику под тегом Lex Evans. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на него где только можно. Поставьте лайки за его превьюшки, за его рисунки по поводу Wargame. Действительно крайне талантливый человек, с которому я отношусь с большим трепетом, потому что это энтузиасты, которые вдохновляют нас, варгеймеров, не забывать об этой прекрасной, чудесной игре. Как-то так.